Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, что хотят сказать духи умерших родственников вам. И гадать я буду на Таро мерцающих звезд. У нас будет с вами 4 позиции. Видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите. Давайте перемешаем нашу колоду. Что хотят сказать вам духи умерших родственников? И пока я нашу колоду перемешиваю, напоминаю, что вы можете подписаться на канал, поставить колокольчик и также поставить лайк этому видео, чтобы поддержать канал. После просмотра пишите комментарий. Итак, 4 позиции. Что хотят сказать вам духи умерших родственников? И первая карта – это ваше сегодняшнее настроение, чтобы по ней ориентироваться, правильно ли вы выбрали позицию. Что хотят сказать духи умерших родственников? Сегодня у нас опять с вами спиритический сеанс. Да? И обозначать я буду камушками. Первая позиция – каменелое дерево. Вторая позиция – содолит. Третья позиция – вот такой флюорит. И четвертая позиция у нас аметист. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Что вам хотят сказать духи умерших родственников? Окаменелое дерево, первая позиция. И первая карта – ваше настроение. По ней вы ориентируетесь, правильно ли выбрали позицию. Туз пентаклей – это счастливая карта. С нее начался наш расклад, а это значит, что духи умерших действительно соединились с нами энергетически. Они вышли на связь, они благословляют всех, кто смотрит это видео. И вас, тем более первая позиция, потому что эта карта счастливая. Вы можете сейчас загадать желание, потому что расклад начался с этой карты, эта карта досталась вам. Конечно, по этой карте у вас хорошее настроение. Вы буквально ждете шансов от будущего. Вы ждете шансов от высших сил. И от, кстати, духов тоже, да, хорошего послания. Конечно, вы в предвкушении чего-то замечательного в вашей жизни. Посмотрите, какая карта. Здесь туз пентаклей, буквально произрастающее вот такое вот древо жизни с космосом. И, естественно, это открытый портал в новое будущее. Карта всегда приносит богатство, благосостояние, открывает прям денежные каналы. И, соответственно, сейчас в своей жизни вы вполне себе привлекаете удачу. Вот именно к себе, к своим родственникам, которые живы, да, к своим домашним, там, даже вот кто с вами общается, друзья. Вы можете для них быть настоящим талисманом, представляете? Это очень-очень хорошая, счастливая карта. Раз вы с нее начали, значит, вам скоро очень крупно повезет. То есть тут не только дело в настроении, да, хотя у вас настрой хороший, но дело еще в том, что вам очень крупно скоро повезет. Это сразу же мы соединились с духами умершими ваших родственников. Хорошо, давайте теперь рассмотрим послание. Послание духов умерших по вашему роду. Послание духов умерших. Я сейчас достану 4 карты, и мы их будем с вами рассказывать. Рыцарь пентаклей. Правосудие. Луна. И туз кубков. У вас очень хорошие карты. Я вам честно говорю, первая позиция – это счастливая позиция. Духи умерших, они хотят, чтобы вы были счастливы. И, конечно, вот рыцарь пентаклей – это все-таки показатель того, что с нами на связи мужской дух не очень старого мужчины, который умер. И он говорит о том, что в вашем роду было очень много мастеров. Ну, людей, которые хорошо делают свою работу.
и что вы можете освоить или уже освоили какую-то работу, которая будет приносить вам большие деньги. Мол, ты не останешься ни с чем. Мы тебе открываем каналы изобилия. И мы знаем, что у тебя в роду всегда, помни, всегда были люди хорошего достатка раньше, и были люди, умеющие работать и зарабатывать деньги. Были люди, которые настоящими были профессионалами, мастерами. Конечно же, эти карты показывают, что вы можете жить по справедливости. И у вас вот духи рода, да, умерших родственников, они говорят, по справедливости уже наступает момент счастья. Момент белой полосы, то есть вы его заслужили. Вы уже отработали свое плохое, да, и справедливость восторжествует. Духи рода хотят, чтобы вы знали о наступлении белой полосы и о том, что да, вы отработали всю тяжелую карму, даже по роду. Справедливость говорит о том, что вы можете жить честно, что вы можете стоять на букве закона, что вы можете нести правду в мир. И духи рода, они хотят даже, чтобы вы несли правду в мир. Скажите, какие профессии у вас были в роду? Потому что здесь какие-то четкие такие профессии. И, конечно же, тот умерший мужчина, кто пришел, да, не старый мужчина, он говорит о том, что вы по жизни молодец. Вы человек, который уже очень много прошел, очень многого добился. И сейчас вы вступаете в новую эру. Вы идете к потоку изобилия. Вы можете черпать из него любые ресурсы. Что здесь означает Луна? Луна говорит о том, что выстраивается лунная дорожка. Лунная дорожка, она чаще всего бывает на море. Может быть, вы будете жить у моря. Но также просто идет мистическая дорога, лунная дорога, да, то есть освещенная луной. Это значит, что, может быть, вам куда-то среди темноты придется ехать или идти. И это будет для вас благословением. Карта буквально говорит о мистике, о том, что в вашем роду были люди со способностями. И о том, что вы можете видеть вещи, сны. Духи рода, они знают, что вы можете получать откровения из снов. И также откровения с помощью своей интуиции. Особенно откровения вам идут в особые фазы Луны. Это в такие, как полнолуние, новолуние и некоторые другие, например, выкадыши. Поэтому обращайте внимание на эти фазы. Туз кубков показывает, что духи рода очень вам благоволят. Они постоянно шлют вам благословения, и у вас есть ангел-хранитель. И также духи рода говорят, что у вас будет в жизни радуга, настоящий расцвет. Голубь, птица мира, принесет вам большое, хорошее известие о мире. О том, что вот какая-то новость благая пришла к вам, благая весть. И, конечно, лотос – это символ духовного развития. И, конечно же, кубок любви. Кубок изобилия и любви. В вашей жизни будет большая светлая любовь. Вообще, духи рода говорят, ты можешь быть счастливым человеком, не стесняйся этого. Ты можешь зарабатывать, и этого не стесняйся и не бойся. Мы даем тебе хорошие программы, забираем плохие. Потому что все плохие программы, да, все плохие там всякие испытания ты уже отработал в прошлом или отработала. И мы теперь тебе дарим только хорошие программы, только хорошие жизненные события. Поэтому собирайся и знай, что в скором времени все будет очень хорошо. Вот такое благословение вы получили по первой позиции. Я считаю, замечательно. Хорошо, а мы идем с вами дальше. Идем с вами дальше к позиции номер 2. Духи умерших, что они хотят вам сказать? Наш содолит. И давайте смотреть. Первая карта – это ваше настроение, вы по ней ориентируетесь. Рыцарь кубков. Влюбленное настроение. Человек творческий. Человек готов покорять этот мир. Дарить всем положительные эмоции. И, конечно же, нести свой кубок чувств и эмоций. Да, вот этот замечательный, какого-то хорошего настроения. Карта всегда говорит о подвижности. О том, что вы готовы к свершениям. Вы готовы шевелиться, двигаться, ну, стоять на месте – это не для вас, да? Вы хотите прогрессировать.
Конечно, эта карта говорит всегда о веселом настроении, о повышенном настроении, о том, что вы своей радостью готовы поделиться с другими людьми, своими эмоциями положительными, своей любовью даже, готовы поделиться с людьми, с творчеством своим. Конечно, эта карта всегда говорит о том, тут еще единорог, да, что это чистая, светлая душа. Вы человек светлый, вы человек сейчас очень хороший для многих. И многие люди вас воспринимают замечательно. Они говорят, ну какой хороший, добрый человек, как мы его любим, какой он светлый человек. То есть вот про вас вот так вот все говорят сейчас. Если себя узнаете, давайте посмотрим послание от умерших духов рода, от родственников умерших, послание для вас. Давайте посмотрим. 4 карты я выкладываю. Опять рыцарь, только уже мечей. Дальше у нас, значит, 6 кубков. Дальше, значит, у нас король мечей. И следующая карта — повешенный. Так, что тут хотят сказать духи рода? Смотрите, раз у нас тут есть рыцарь мечей, это к вам пришел по роду такой вот мужчина, очень ядреный, который был с характером в роду, и умер он не старым. И у него был очень тяжелый характер, очень такой напористый характер. Этот человек для многих был проблемой, был сложным типом. Он много чего набедокурил, накуролесил в жизни. И вел себя агрессивно очень. Вот такой мужчина является для вас хранителем рода, для вас является оберегом по роду. Может быть, вы тоже человек с характером, я не спорю, но сейчас-то вы положительный человек для всех. А тот человек, который умер, он был для всех отрицательным персонажем. Он был агрессором, он был таким, знаете, человеком, который постоянно лезет куда-то, в драку, в приключения, на войну, там еще куда-то. Вот такой прям мужчина. Вы у нас хороший человек. Значит, смотрите, он что говорит? 6 кубков. Сядешь ты с любимым на коня единорога и полетишь. Да, то есть вот, карта говорит о светлых отношениях. Он говорит, это дух, я благословляю ваши отношения. То есть у вас с кем-то могут быть отношения или уже есть большая любовь. И благословляю совместную куда-то поездку, переезд. То есть совместное движение вот по жизни с кем-то, с каким-то человеком. Духи рода буквально говорят, будь с этим человеком, будь. Этот человек напоминает кого-то из нас, кого-то из нашего рода. И значит, мы очень любим этого человека, который будет с тобой или есть с тобой, которого любишь ты и будешь любить, и который будет любить тебя, взаимные чувства. То есть вот именно это идет король мечей, если вы женщина, а если вы мужчина, то вы будете с женщиной, как такой строгий и ответственный человек. Вообще король мечей показывает, конечно, для женщины тут, что это опора, это поддержка, это очень мощный мужчина. И вот садись с ним на коня и езжай. Духи рода именно этого хотят. Садись с ним на коня и езжай. У него есть какая-то авторитет, там власть, да, может быть. Может даже опора, деньги. Вот. Но у него, видите, есть такой золотой щит, у него есть деньги. Или будут в будущем, что он разбогатеет, этот король мечей. И с ним надежно, с ним спокойно. А вот если вы мужчина, вам нужно, знаете как, вам нужно куда-то со своей дамой ехать, а там работать, а работать в руководящем звене. Духи рода хотят, чтобы вы работали в руководящем звене, чтобы вы или бизнесом руководили своим собственным, были строгим начальником, или куда-то по карьерной лестнице поднимались, да? Но выполняли все справедливо, были строги к людям, чтобы люди вас не прогибали. Вы чувствуете прекрасное, дорогой мужчина, и значит, можете этот мир сделать более идеальным. Конечно, мы не можем поменять весь мир, но вы можете поменять часть этого мира, то есть внести в него какие-то положительные свои изменения в лучшую сторону. Повешенный. Что такое повешенный? Здесь у нас это прям божество повешенное в этой колоде. Духи рода считают, что вас благословляют разные божества. И они говорят о том, что вам на все нужно посмотреть иначе, под другим углом.
что вы на что-то смотрите, да, но это неправильный взгляд, что вы сейчас не видите всей картины в вашей жизни, вот какая-то ситуация идет, и духи рода говорят, да ты не видишь всей картины. Если ты посмотрел бы иначе или посмотрела, ты увидел бы все по-другому, что это Божье провидение, что это Божий промысел, и что это наш промысел высших сил, духов. И мы все равно покажем тебе правду, возможно, через сны или откровения, через знаки. Духи рода здесь говорят о том, что вы можете добиться самой вершины, но вам придется дисциплинировать себя, пожертвовать для этого временем и силами. Однако результаты будут превосходить все ваши ожидания. Возможно, вам стоит начать некий проект, как говорится, по созданию бренда самого себя или самой себя. Когда у тебя есть свой уникальный стиль, да, в одежде, в косметике, в жизни, в речи, и этот стиль потом станет иконой. То есть вот духи рода, они считают, что в вашем роду были все личности неординарные, выделяющиеся среди других людей, бунтари. И, конечно, вы можете вносить в этот мир тоже что-то нестандартное, но следовать нужно только по закону. То есть пусть оно будет нестандартное, но не нарушает никаких норм. Ну, только если эпатирует, но это не нарушает законодательство. Ну, такая позиция номер 2. Интересная позиция. Идем дальше. Идем дальше к позиции номер 3. Что вам хотят сказать духи рода? Наш флюорит. И первая карта – это ваше настроение. По ней вы ориентируетесь, правильно выбрали или нет. Десятка мечей. Десятка мечей буквально показывает разбитость, да, что вот человек, вот прям на него нацелены все мечи, молнии. Вот это как будто бы состояние некого отчаяния, как будто человек приперт к стенке, его жизнь как-то ломает сейчас. Наступил момент, когда нужно подвести итоги прошлого и пережить кризис, а потом начать новое будущее, счастливое будущее. Понимаете, возрождение, оно не за горами, но настроение сейчас плохое. Однако вы что-то закончите и начнете в жизни совершенно новую эру, судя по этой карте. И да, вы себя чувствуете кем-то, кто пожертвовал всем ради других. Вы себя чувствуете кем-то, кто пал жертвой других людей. И, конечно, вы чувствуете, может быть, даже врагов около себя. Вы, может быть, чувствуете агрессию чужую на себя. Но поверьте, что скоро все изменится, судя по этой карте. Карта говорит о другой тенденции, о том, что финиш впереди. И этот финиш уже наступил практически. Вы закончили одну главу жизни. Вы начинаете ее другую. Конечно, настроение не очень. Конечно, это кризисное настроение. Настроение упадка. Настроение отчаяния. Нет надежды. Хорошо, давайте посмотрим, а что хотят сказать духи умерших родственников, духи рода. Вытащу 4 карты, да? Первая карта – десятка пентаклей. Вторая карта – девятка мечей. Третья карта – десятка жезлов. И четвертая карта у нас – тройка кубков. Смотрите, карты здесь разложились такие, противоположные какие-то, да, с противоположными значениями. А я объясню почему. Духи рода говорят, что часть проблем вы себе придумываете, надумываете. Духи рода считают, что у вас может быть очень хорошая, стабильная жизнь, богатая жизнь. К вам пришел кто-то, очень близкий родственник. Скажите, кого вы не так давно, может быть, теряли? Кто является теперь вашим защитником? Это кто-то очень близкий к вам, может быть, женщина. Но это именно близкий родственник, кто прям к душе вам, этот человек. Этот человек умер, но при жизни вы любили этого человека и знали лично. Вот чаще всего это женщина может быть. Например, как бабушка. Она говорит о том, что вы страдаете внутри, но без всякой причины. Вы не чувствуете и не знаете причины этого страдания.
Да, во многом у вас есть и проблемы, и трудности, и вы переживаете кризис и отчаяние, но вы еще, бывает, страдаете с излишком, имеете излишнюю тревогу, может быть, даже какие-то бессонные ночи и паники. Она считает это почем зря, что вы можете жить хорошо, стабильно в своей семье и богато, и что у вас есть все способности рода для этого. Но нужно наладить свое мышление. Она как бы, эта бабушка, она говорит: слушай, но в наше время никаких таких психов не было, никаких таких тревог тоже не было, понимаешь? Она говорит: ты надумываешь себе излишние проблемы, потому что ты не видел или не видела тех кризисов, которые переживали мы. И у нас, если бы жить в твоих условиях, было бы только счастье. Запомни, что было бы именно счастье и никак иначе, и никто бы не чувствовал себя ущемленным. Все чувствовали бы себя действительно настоящими богачами там, или что у них вообще все есть, всего хватает, и что хорошее здоровье и все. А ты накручиваешь такие проблемы, которых просто не существует, говорит бабушка. Вспомни меня. Разве я стала бы париться по этому поводу? Разве я стала бы накручивать такую вот ерунду в своей голове? Отчаиваться стала бы я? Да если бы ты попала в мои условия жизни, разве бы ты вообще бы тогда, что бы с тобой было, говорит она. Ты думаешь, нам не было тяжело, ты думаешь, нам не было плохо. Но мы же все выдержали, прошли. И, конечно, бери пример. Бери пример силы духа, которая есть в твоем роду. Потому что в твоем роду все сильные духом. И ты можешь быть еще сильнее духом. Да и твои проблемы-то мельчайшие по сравнению с тем, что было раньше. Да, ты берешь на себя чужие обязанности, но у тебя может быть достаток. Стабильно хорошая семья, хороший дом. Береги силы своего рода. Род благословляет тебя на хороший, большой, красивый, светлый дом с родственниками, с детьми, там, с семьей. И хорошую работу, достаток. А еще, говорит ваша бабушка или прабабушка, да, что скоро будет большой праздник. И будет этому празднику повод, большой повод. Может быть, будет чья-то свадьба. Может быть, будет отмечать, там, не знаю, юбилей кто-то. Может быть, кто-то отмечать радостное событие. Но то, что вам придется браться за праздник, организовывать его или там в нем участвовать в скором времени, это совершенно точно. И она говорит: порадуйся, в твоей жизни будет изобилие, будет достаток, будет процветание. На тройку кубков вообще, кстати, когда она выпадает, это счастливая карта, нужно прям желание загадывать. Вот давайте, загадайте прямо сейчас, поставьте на паузу и загадайте желание. И снимите с паузы, когда вы это желание произнесли внутри себя. Почему? Потому что эта карта действительно исполняет желание. И бабушка говорит, что, ну или прабабушка, да, что это желание обязательно исполнится очень скоро. Что все эти тяжести, все эти депрессии, это все надуманная ерунда. А на самом деле будет очень хорошо. Будет светлая жизнь, хорошая, достойная, стабильная жизнь в скором времени. И что духи рода вас на это благословляют. Все эти волнения, неприятности, это все пройдет. Потому что все проходит, и это пройдет. Вот такая позиция номер 3. А мы идем дальше, к позиции номер 4. Наш аметист. Что хотят вам сказать духи умерших родственников, духи рода? И первая карта – это ваше настроение сегодня. Ой-ой-ой, какое у вас настроение, башня. Вам же так, гневно, тяжело или как вот, что-то произошло нехорошее, что ли, в жизни. Вы разбиты, расстроены, может быть. Может быть, вы даже злы на кого-то, что разгневались или разревновались, или с кем-то поскандалили. Вот такая карта. Если себя не узнаете, идите в другую позицию, потому что здесь, в 4 позиции, человек с кем-то поссорился, или кто-то на него наорал, или кто-то его оскорбил, он попал в башню, которая рушится.
В жизни идут большие перемены сейчас у вас. Может, вы продали квартиру, покупаете новую, уволились с работы или еще что-то, развод. Конечно, тяжелая ситуация, конечно, это тяжело. И да, это кризисное настроение такое. И когда ты сопротивляешься, и ты не согласен с тем положением вещей, которые у тебя есть в жизни. Вот какое это настроение. Окей, если вы себя узнали, что хотят сказать вам духи вашего рода, духи умерших родственников? Я достаю 4 карты. 4 карты. 7 жезлов. 7 жезлов. Дальше, значит, у нас умеренность. Умеренность. Дальше. Туз жезлов. Туз жезлов и королева пентаклей. На самом деле, духи рода пришли сейчас сюда, чтобы вас поддерживать. Именно поддерживать. Потому что вы очень расстроены, вы не согласны с той ситуацией, что возникла в жизни. И первое. По 7 жезлов здесь идет вот желание сказать вам, что вы на самом деле очень-очень сильны. Используй силу огня и силу льва, говорят духи рода, говорят умершие родственники. Между прочим, такое ощущение, что к вам пришел сейчас ваш ангел-хранитель по роду, хранитель рода, и что пришла женщина, ну, может быть, как бабушка-прабабушка тоже, да? Ну, или у кого, если мамы нет, то мама. Вы знаете, духи рода, они здесь дают вам очень много энергии сейчас, силы. Энергии огня, энергии созидания, энергии борьбы. И они говорят, что ни за что не сдавайся. Ангел-хранитель с тобой. Духи рода с тобой. Мы поддерживаем тебя, и мы ни за что не дадим тебе упасть. Ну-ка, вставай, и у тебя все будет хорошо, не падай. Ни за что не поддавайся на то, что с тобой происходит. Потому что это обязательно все скоро пройдет. Это все скоро образумится. Вот такое чувство, что у вас что-то такое случилось, как недоразумение, понимаете? Вот судя по этим картам, духи рода считают, что это недоразумение, что оно не такое какое-то вот страшное, опасное, как вы это восприняли изначально. И что оно не такое плохое, как вы восприняли изначально. Подожди немного, говорят духи рода, подожди немного. Нужно время для того, чтобы все устаканилось. Но когда устаканится, в твоей жизни будет настоящий прорыв и настоящий поток и изобилия, и любви. Любви Вселенной. Между прочим, туз жезлов. Это направленная, мощная энергия в одну и ту же цель. Вот как будто бы вы достигнете всех своих целей, и самое главное, одной главной большой цели в скором времени. Просто нужно немножко проявить терпение и чуть-чуть подождать, потому что высшие силы все делают уже за вас, и провидение готово встать на вашу сторону. На самом деле у вас в скором времени наладится финансовая часть по королеве пентаклей, и также вы будете процветать. Вот эта карта, она часто показывает беременность, роды, начало какого-то дела, зарождение нового в жизни и укрепление жизни, и действительно процветание и здоровье. Может быть, вас расстраивает ваше здоровье. Духи рода говорят, что здоровье восстановится и все будет хорошо, в том числе и нервное, ну то есть вот это психологическое здоровье. Здесь у нас туз жезлов, как будто бы, вот знаете, как духи рода говорят, что запал-то точно никуда не иссяк, да? Что у вас очень много будет энергии в скором времени, что вы будете полны сил, именно сил для того, чтобы действовать. И действовать вы будете очень активно, решать свои вопросы и проблемы. Между прочим, вот эти карты, они говорят о том, что в вашей жизни будет кто-то рядом, кто очень вас будет любить и поддерживать, и никогда не предаст.
Поэтому даже если вас предавали в прошлом, знайте, что вас не будут предавать в будущем самые близкие люди, и вы войдете в зону доверия как с их стороны, так и они будут вам доверять. То есть и вы будете им доверять, и они будут вам доверять. Буквально у вас есть какие-то невероятные способности, говорят духи рода. Они считают, что вы настоящий боевой маг, который может справляться с любой черной магией, который может засветиться, вот знаете, вот как будто поле у человека ярким-ярким огнем светится, желтым, оранжевым, красным цветом. Аура вся светится и сжигает вокруг себя весь наведенный негатив, который есть от людей. Такой человек может быть настоящим боевым магом, справляться с любым воздействием, как на себя, так и на других людей. И в роду было много таких людей, как считают духи рода. И в роду было много сильных, и вы сильный человек. Да, вы можете быть и агрессивным человеком, но сейчас ваша сила не в этом. Ваша сила в другом, что вы будете с достоинством принимать какие-то проблемы, которые у вас уже возникли в прошлом, и немножечко проявите ожидание, терпение, чтобы они решились. Потому что сейчас ангелы, высшие силы и Бог, и духи рода вместе решают, они работают над решением ваших проблем. Вот сейчас они работают. И скоро эти проблемы все равно решатся. Просто такими вот и витиеватыми, интересными путями они решатся, как вы не ожидали. Ну вот такая вот у нас 4-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч!